В Париже прошел антивоенный митинг в поддержку Украины и Легиона Свобода России. Довольно любопытная на самом деле информация. Почему сейчас объясню? Ну давайте ознакомимся. В Париже 8 мая, в день окончания Второй мировой войны, в Европе прошел антивоенный митинг активистов в поддержку Украины и Легиона Свобода России. Это такое довольно позднее, довольно искусственное образование, вот этот Легион Свободы России. Я даже не говорю, хороший или плохой, но вот меня немножко удивительно. Почему? Еще раз, сейчас поподробнее разберем. Акция состоялась у фонтана невинных на площади Жуашен дю Белле. Участники пришли с украинскими и бело-синими белыми флагами, плакатами и символикой Легиона Свободы России. На месте раздавали листовки на русском и французском языках, а также через мегафоны рассказывали о Легионе. Кстати, вот мне любопытно было бы, чтобы они рассказали. Слушайте, я прям послушал, что о нем можно рассказать. И призывали, ну еще, да, ну просто, ладно, едем дальше. И призывали, просто у него история достаточно короткая и достаточно, ну такая, немного искусственная в каком-то смысле, да, ну больше такая, может быть, идеологического характера. И призывали присоединяться к вооруженному сопротивлению. Все, они его пропагандировали как ныне действующий, в который можно вступить. Все, теперь понятно. По словам корреспондента СОТа, к участникам подходили прохожие французы, они интересовались, что это за акция, говорят, мы хотим вступить. Je ne mange pas ce jour. Нет, подожди, как по-французски дата, господи, no. Короче, je ne mange pas. Вот. И расспрашивали организаторов об антивоенном движении россиян. В анонсе митинга организаторы писали, что в день окончания Второй мировой войны хотят говорить о сопротивлении диктатуре и войне и поддержать тех, кто продолжает борьбу против режима в России. Нет, подождите, либо против войны, либо против режима. Все-таки разные вещи, но в каком-то смысле уже может объединяться, потому что, ну да, понятно, там, кто прочел решение свое о спецоперации, и это все понятно. Теперь давайте вернемся вот немножко мой вопрос, скажем так, еще раз, я не по поводу того, что это плохо, я так понял, что то ли они рекрутингом занимаются, и французы, наверное, пока не поняли, что не проходите мимо, как бы, есть дела там, есть для вас работа. Вот, либо это рассказ такой больше, да, исторический, ну, чтобы рассказать, а кто это такие легионы вот данной России. Но мне кажется, если рассказывать, да, то, наверное, об истоках, то, наверное, все-таки про полк Азов. Вот мне почему-то кажется это странным, я объясню. Вот у меня мета-взгляд такой, пассивное созерцание, это философия называется, когда ты не занимаешь определенной какой-то страны, но тебе виднее, скажем так, шероховатости любой позиции. И вот для меня кажется очень странным, что ни со стороны Украины, ни со стороны России, кто бы это ни говорил, причем полк Азов, он был, ну, в каком-то смысле сводный, то есть это были националисты, кстати говоря, их нельзя называть вот полностью националистами, потому что они, очень многие начинают с достаточно резких тезисов, в политику потом люди уходят, но они как раз уже начинали уходить. В 22 году они явно начали политизироваться. И даже, возможно, из них кто-то избрался бы президентом. Это очень часто случается, и тут же вот все произошло дальше. А что произошло? Они вдруг случайно оказались в окружении в Мариуполе, и случайно их фосфорными бомбами бомбили, и что только с ними не делали, и, в общем, короче говоря, им сказали сдавайтесь. Они сдались, им, ну как сказали, им говорят сдавайтесь, с вами ничего не будет, говорит их главнокомандующий. Они сдались, тут же умерли, естественно, и вот все. В 200-м бараке. То есть там бараки шли, ну бараки, если кто не знает, вот колония какая-нибудь, они так еще идут просто первый, второй, третий, четвертый, 200-й, всегда так бывает. Вот, заранее сразу, просто там стоял 200-й, их туда отвели в 200-й, и сразу буф, они все взорвались. И что любопытно, вот что рассказывать бы французам, они такие, они любят поговорить, а им бы, может, они бы тоже что-то предложили, потому что здесь очень любопытно много. Вот у меня прям жутко любопытно. Что они там взорвались-то, во-первых, а во-вторых, кто они там взорвались? Вот по сей день я не могу найти информацию открытую ни со стороны России, ни со стороны Украины о том, кто там вообще вот погибли. Там не все погибли, но погибли вот кто-то конкретно, вот именно повезло же попасть в 200-й барак, из всех, вот сколько, да, 200 барак, 200-й барак, да, там вот 5 бараков, вот из всех 5 бараков попасть именно в 200-й повезло, первый, второй, третий, четвертый. Вы поняли, да? 200-й. Вот, ну, подрядочный счет идет. И вот кто и почему? Вот как так сложилось, да? Как так карта легла? И вот это имен их ни с одной, ни с другой стороны. Все друг друга обвиняют. Есть один человек, ну как есть, он есть, но он уже не в нашем мире, он в более прекрасном, который знал ответы. Это начальник вот этого, там где были бараки, там где считать не умеют, там где считают до 4, а сразу дальше 200. Вот этот он знал, почему сразу 200, и почему именно в него полк Азов, и именно тогда, когда они начали отказываться от своих националистических высказываний, а значит, начали становиться легитимными для мирового сообщества. Именно в этот момент что-то начинается, все, ну, в общем, там их окружают, и дальше мы все с вами знаем, что происходит уже 5 лет практически. Вот, а они в 200-м, и это знает начальник, который назвал его 200-м, ну, случайно, совпадение ведь, наверное. Их туда отвели, дальше взрыв, эти говорят, это они, те говорят, это они.
И вот он знал, и его кто-то убил. Не помню, кто его убил. Не можете напомнить в комментариях, кто, какая из сторон его убила? Будь я следователь, и будь это какое-то такое дело, ни с чем не связанное. Я бы сказал, что моя первая версия, кто убил свидетеля, тот и ко всему остальному имеет отношение. Кто напишет в комментариях, кто его убил? Давайте сегодня сделаем такое видео, которое заканчивается викториной, а ответ будет в каком-нибудь из следующих видео. Увидимся.